Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модная юбка весна-лето 2026. Один из самых прекрасных элементов стильного гардероба. Она наш неизменный фаворит, независимо от главных трендов, ведь юбка помогает нам, девочкам, создавать желанные женственные образы. Не случайно дизайнеры выбрали, казалось бы, простой базовый предмет одежды для самых стильных луков. Сегодня на подиуме юбка стала настоящей площадкой для модного творчества, даже сохраняя привычный силуэт. И неважно, строгая, элегантная или же легкая, летящая, соблазнительная, любая модель наверняка растопит ваше сердечко после долгой и холодной зимы. Я уверена, одной обновкой в этом сезоне нам уже никак не обойтись. В рамках фэшн-марафона в Милане, Лондоне, Париже или Нью-Йорке можно было увидеть огромнейшее разнообразие фасонов, текстур и ярких акцентов, определяющих основные тенденции на весну. И прямо сейчас, друзья, давайте вместе рассмотрим самые топовые модели. Отметить лучшие варианты, обсудить наиболее интересные версии по стилизации, добавить от себя несколько полезных идей и подсказок вы, мои дорогие зрители, всегда можете в комментариях к видео. Приятного просмотра! А начну я обзор самого заметного тренда этой весны – нарядная юбка. Я бы даже сказала немного иначе. В нашу повседневную жизнь стремительно врывается акцентная яркая царь-юбка с перьями, пайетками, бахромой или же всем сразу. Видимо, дизайнеры очень хотели добавить в серые будни ощущение праздника и просто напомнить, что про такую роскошь и красоту забывать нельзя. Юбка больше не фоновая часть комплекта, она выходит на первый план и берет на себя всю работу. Когда на презентации дома Шанель модель в припляску закрывала шоу, а потом как-то по-особенному нежно обняла автора коллекции, стало абсолютно понятно, что ее образу с многоцветной юбкой из бахромчатых астр суждено стать самым виральным этой весной. Тем более, что экстра нарядные юбки появились и на других громких шоу сезона. Например, после показа новой линейки Bottega Veneta модная публика еще долго обсуждала танцующие при ходьбе юбки из цветного переработанного стекловолокна. На шоу под маркой Balenciaga юбки в пол из огненно-рыжих перьев и модели чуть ниже колена из перьев пудровых тоже стали главными фаворитами на подиуме. Они в пух и прах разрушили привычное представление о том, что эффектные вещи подходят исключительно для выхода. Бренд Alaïa сделал ставку на царь юбки асимметричного кроя, которые были украшены множеством кисточек в темном зеленом либо в светлом фисташковом тоне. А также предложил пышную версию из неспадающих, как водопад, рыжих слоев шифона. На показе Каролина Эррера все внимание на себя перетянули очаровательные макси, на которых расположились цветущие розы, будто только что из мадридского сада, либо гвоздики, как символ местного праздника в честь Сан-Исидро. Объединил все эти вещи не только статус, жемчужина коллекции, но и стилизация образов. Бренды дружно предложили сочетать нарядные царь-юбки с простой будничной одеждой, хотя в этом плане не раз встречаются исключения. Но в основном все смотрелось так, будто девушки сбежали на вечеринку прямиком с работы, сменили строгие офисные силуэты на что-то игривое и выразительное в самую последнюю минуту. Трюк случайной нарядности здесь стал ключевым. Долгие годы нас приучали к идее особого случая. Но эта логика больше не работает. Теперь мы не делим капсулу исключительно на дневную и вечернюю, а учимся сочетать несочетаемое. Акцентную юбку можно легко вписать в повседневные луки, если правильно выстроить окружение. Следующий тренд в моем списке – всем нам давно знакомая юбка-карандаш. В новых коллекциях на весну она чуть ли не главный элемент. И не переживайте, милые дамы, обещаю, скучно не будет, ведь вариантов проапгрейдить эту модель сегодня масса. Можно, к примеру, выбрать на первый взгляд строгую деловую юбку, но вдруг или вот снова с праздничным декором, со сверкающими кристаллами или же с вышивкой, как под маркой Dries Van Noten. Либо покрытую разноцветными пайетками, как в гардеробе Уlla Джонсон. Коллекция Альберто Ферретти – это прямые фасоны средней длины из мягкого серебра либо золота. У бренда Hermès, отмечу, всегда безупречные модели из кожи. А под маркой Max Mara, помимо классики, обращаю внимание на юбку с воздушным объемным дополнением. Прозрачная – тоже отличный выбор на лето. С принтом, в ярком оттенке, кружевная, атласная, шелковая в бельевом стиле.
Нынче все имеет полное право на существование. В плане дизайна многие бренды себя уж точно не ограничивали. Причем в одной коллекции можно увидеть сразу несколько версий. На показе дома моды Elisa Up юбки-карандаш с высокой талией были в абсолютно любом исполнении. Они отлично подчеркнули в образах строгость и чувственность одновременно. Понравился фасон из весенне-летней линейки Sergio Hudson с дополнительно завышенным корсетным поясом. Бренд представил несколько способов стилизации с рубашкой – джинсовой, либо с укороченной минималистичной белой или, напротив, с пышными объемными рукавами. Для элегантного вечернего лука Элизабетта Франки приготовила юбку-карандаш, сотканную из тонких нитей бахромы. У Блюмарин на этот случай найдется более смелый комплект в готическом стиле с прозрачным низом в бабочках, жуках, пауках. Макси-юбка с воланами – очень женственный тренд весны. От эпохи кринолинов до современного А-силуэта она остается одним из самых устойчивых модных кодов. Время меняет лишь интерпретации. Сегодня на первый план выходит объемная и многослойная. В ее ДНК заложена история длиной в несколько столетий. Первые воланы появились в XVI веке, а в XVII уже были обязательной частью модных нарядов. В XIX воланы окончательно укрепили позиции, став позже, в 60-е и 70-е века XX, знаком богемной свободы. И вот спустя десятилетия тренд возвращается. Почему именно сейчас? На это есть несколько причин. Во-первых, цикличность моды. Многие из нас подустали от строгой архитектурности, минимализма, нам хочется воздуха, обновленного визуала. Во-вторых, воланы идеально отвечают запросу на необычную фактуру. В эпоху социальных сетей и коротких видео важна одежда, которая хорошо выглядит в кадре. В-третьих, макси-юбка со своим динамичным характером легко пишется как в повседневную капсулу, так и в более праздничную. А вот об этом предмете гардероба скажу так. Мода часто привязана к сезонам или к нашему настроению, но есть одно исключение, которое работает круглый год. В тренде была, есть и далее будет кожаная юбка, от классических до эксклюзивных фасонов. В базовом варианте она легко комбинируется практически с любой одеждой из нашего шкафа. Отлично играет на контрасте с тонкими летящими фактурами, делая акцент на сочетании грубого материала и мягкой женственности. Помимо традиционного черного цвета или коричневой гаммы оттенков, стилисты рекомендуют присмотреться к юбкам из кожи в ярких тонах. Длину выбираем исключительно из собственных предпочтений. Кому-то ближе по духу мини от бренда Dior, а кто-то остановится на версии от Ferragamo. Неожиданно модной юбкой сезона объявлен один из главных фасонов 80-х и позднее 2000-х – юбка-бабл или юбка-баллон. Эффектная модель с зауженной талией и подолом, подвернутым внутрь, что создает объемный надутый силуэт. В прошлом звезда танцпола, сегодня она героиня весенне-летних показов. Определенно добавит вашему образу выразительности. В линейке Prada запросто сочетается с униформой, а в коллекции Balenciaga ее выход на подиум больше похож на камбэк из нулевых. В центре внимания также юбки в бельевой эстетике. Те самые, что напоминают подъюбник и часто играют на грани откровенности и утонченности. Стоит отметить, друзья, за последние пару-тройку лет представление о нижнем белье изменилось радикально. Дизайнеры уверены, нам не нужно больше ничего прятать. Только одни бренды делают белевой элемент самостоятельным акцентом, другие же действуют тоньше, оставляют лишь намек – кружевной подол, струящуюся ткань, деликатное сияние. Модная асимметрия. Подобные фасоны привлекают внимание своей нестандартной геометрией. В повседневный аутфит юбка асимметричного кроя внесет динамику, вечернему наряду добавит шарма, да и в целом любой образ сделает уникальным. Вариаций на весенне-летних показов было бесконечное множество, от модели с рваными краями и бахромой до стильной драпировки и неровных подолов. Степень асимметрии выбирайте на свой вкус. Иногда небольшого перепада в длине достаточно для вау-эффекта. Цвета и принты. Вот где уж точно сложно выделить лидера. С уверенностью скажу лишь одно. В новых коллекциях вы точно найдете юбку в любом из оттенков модной цветовой палитры сезона 2026, представленной экспертами Института Pantone. Это модели в базовых оттенках, от жемчужного белого до мягкого сливочного и молочного,
от универсального серого до глубокого черного, от светлых бежевых и карамельных тонов до темных, коньячных и шоколадных. Не меньший спрос обещают на яркие краски, будь то сияющий желтый, пронзительный, как небесная высь синий, пылающий алый. В ногу с ними шагали по подиуму и юбки в более спокойной, нежной пастельной гамме. Из принтов особого разнообразия я не увидела. Дизайнеры, вероятно, решили не изобретать заново велосипед и в качестве модных узоров на лето отдают предпочтение флористическим мотивам. В линейке Chanel цветочную тему разбавили полоской и клеткой. Что сказать напоследок, друзья? При нынешнем разнообразии трендов от креативных, с необычными элементами, оригинальным декором моделей до проверенных временем, не торопитесь тратить свой бюджет на модные новинки и полностью менять гардероб. Выбирайте то, что подходит именно вам, с учетом личного стиля в одежде. Все должно быть ко времени и к месту. Красоты вам и совершенства. Только позитивных эмоций, хорошего продуктивного дня и яркого, солнечного настроения.